Здравствуйте, мои дорогие девочки и мальчики! Приветствую всех на канале Айрония. Тема сегодняшнего видео – как я избавилась от мигрени, неожиданный результат. Кто знает, что такое мигрень не понаслышке, пожалуйста, посмотрите это видео до конца. Я сделала себе пометки, чтобы и не упустить ничего, и в то же время не тормозить видео, чтобы вы быстро все могли понять. Мне попалось на глаза видео о мигрени и как от нее избавиться массажем, вот на днях. Потом я посмотрела еще несколько видео про мигрень, где врачи говорили о том, что мигрень могут спровоцировать продукты, такие как сыр, шоколад, красное вино, недосыпание или, пересыпание тоже. В общем, я посмотрела довольно-таки много видео о мигрени, после чего я решила записать сама видео, потому как знаю эту тему очень хорошо. Я страдала этим кошмаром с 35 лет, сейчас мне 53, почти 54. До 35 лет я вообще не знала не то, что про мигрень, что такое головная боль, я не знала, у меня никогда ее не было. Я в школе говорила, что у меня болит голова, это я симулировала, так сказать, ее. Я вообще даже представить не могла, что это такое. У мамы моей были мигрени лет 40, сильные, и тогда я тоже при всем моем желании не могла понять вообще, что это такое. Поэтому у кого мигрени нет, тот лечит голову массажем. Небольшое предисловие расскажу, чтобы было понятно, что и как, значит, с чего это пошло. Я рожала здесь в 41 год. Я почему говорю о второй беременности? Потому что я уже тогда страдала мигренями в тот момент. Вот. И хочу сказать, что при беременности медленно они сошли на нет, и пока я кормила грудью, не было никаких мигрений. И как только я перестала, через некоторое время все это возобновилось вновь. Немецкие врачи предположили, что, возможно, вот эти приступы мигрени спровоцировали долгое применение, употребление мной противозачаточных средств. Но не знаю. Еще, значит, я слышала такую версию от врачей, что после 50, например, мигрени, даже какие бы они сильные у вас не были, они уменьшаются или вообще пропадают постепенно. У меня как все было, так и продолжалось. Никаких изменений не было. Никакой климакс, ничего не влияет на эти мигрени. Некоторые еще шутники, когда услышат, что у тебя болит голова, ну, видимо, у них голова никогда не болела, они начинают, значит, рассказывать, что это от недостатка секса, и секс, значит, поможет облегчить ситуацию. Но у кого мигрень, тот понимает, что это полный вообще бред. И, ну, это может сказать человек, который вообще представить себе не может, что это такое и что происходит вообще в этот момент. Некоторые люди кончают жизнь самоубийством в момент приступа мигрени. Значит, я уже лет 15 принимаю ежедневно препараты от давления и мигрени. И мне подобрали еще к этому всему где-то всего лет 5 назад, несмотря на то, что мигренями я мучаюсь уже ого-го, сколько времени, сильные таблетки, которые нужно применять, если ты чувствуешь, что у тебя мигрень, надо ее быстро-быстро выпить, чтобы как-то, значит, успокоить ее. Но дело в том, что мне эти таблетки, они не убирают мигрень, они ее, правда, сильно облегчают и сокращают вот это время мучений. И самое интересное, что мне от этих таблеток мне становится плохо. Кружится голова, тошнит, и на какое-то время голова начинает болеть еще сильнее, пульсирует, в общем, адская боль. Но я готова лучше 2 часа потерпеть, и эта мигрень пройдет в этот же день, чем мучиться так, как мучаюсь я. Потому что с мигренями я уже несколько раз здесь, в Германии, попадала в больницу под капельницы, потому что уже было невыносимо это терпеть. Боли у меня без вот перерыва, вообще без всякого, могут продолжаться, и обычно они продолжались 3-4 дня, вот подряд. И когда ты уже не можешь стоять на ногах, ты не можешь соображать, у тебя замедляется речь,
ты не можешь смотреть, говорить, есть, пить, я не знаю, тебя раздражают звуки, запахи, свет, любые прикосновения, то вот это вот все вот так терпеть 3-4 дня, это выматывает просто невозможно. Я не знаю, в какую позу мне лечь, что мне сделать, потому что лежать тоже невозможно. Потому что плохо по-всякому. Я вот выживала эти дни, только находясь в абсолютно, вот, ну, старалась сделать комнату потемнее, с закрытой дверью, чтобы было открыто окно. Голова моя должна была обложена быть льдом, хотя и шея, кстати, тоже. А, Потому что здесь в Германии говорят, когда мигрень, наоборот, теплое что-то прикладывайте. Я попробовала, несколько раз попробовала это сделать. Мне становится настолько, я чуть не умерла, мне становится настолько плохо, у меня сразу тошнота, чуть ли не до рвоты, и, в общем, такое впечатление, что ты сходишь с ума, что у тебя голова перегревается. И, кстати, во время мигрени меня знобит, а голова сильно нагревается, поэтому без льда никуда. У нас продаются такие, ну, вы знаете, такие мешочки с гелем, которые из морозилки. Постоянно мне надо было менять, потому что они нагреваются моментально. Такое впечатление, что их кладут на батарею, и они теплеют. И я лежу вот под этим теплым одеялом, чтобы согреться. Голова должна быть в холоде. В общем, такое впечатление, что вот здесь, вот на этом месте, такое впечатление, если ее не остудить, она просто лопнет. Было еще такое, значит, что когда мне плохо, как ни странно, мне помогал теплый душ, такой прям вот горячий, можно сказать, потому что меня колотит. И я заходила в душ, когда мне совсем не вмоготу было лежать, тут иногда лежать не можешь, потому что тебе, ну, в общем, те, у кого мигрень есть, меня поймут, а те, у кого нет, они не поймут при всем моем сейчас красноречии. Ты заходишь вот в этот душ, и я садилась, причем не на пол, специальный такой стульчик, я садилась на мелкий этот стульчик, потому что на полу тоже невозможно сидеть. И вот эта струя, сильная, горячая струя душа должна была непрерывно мне бить либо в голову, либо куда-то там в затылок, тогда только я, ну, как бы, я даже не могу сказать, приходила в себя, то есть я оставалась в живых, вот так будет, наверное, правильнее сказать. И я сидела вот так, я могла сидеть 30 минут, час могла сидеть, и когда чуть-чуть вроде как легче становилось, я выходила оттуда, и буквально минут через 5 обратно бежала туда в душ, и так могло продолжаться целый день, потому что вот то со льдом, то вот так под душем я могла как-то пережить вот эти дни. Потому что если ты хочешь, например, в туалет, потом ты не ходишь в туалет, потому что ты не ешь и не пьешь. Но вот первый день до туалета я иду по стенке, хотя туалет за стеной, буквально от спальни. Я иду по стеночке, и я, как пьяная, я не могу войти в дверь. И, в общем, вот так ты вот по 3-4 дня, и это было очень часто, чуть ли не, я не знаю, в раз в 1,5 недели, просто это ужасно. И вот люди некоторые, которые дают интервью, они говорят, работать очень трудно. Девочки и мальчики, понимающие меня, понимают, что работать нетрудно, работать невозможно. Невозможно не только работать, жить невозможно. Ты просто никакой, ты не живешь. Я вспомнила сейчас, у нас была встреча фирм, мы как-то были лидерами продаж там по оборудованию, и, значит, попали на, ну, встречу, на развлекательную программу, мы поехали как бы, ну, в такую экскурсию, там, в общем, рестораны, всякие развлечения, мы были на Формуле-1, где Шумахер и так далее, вы представляете, какой шум, а у меня вот как раз на второй день, первый день было все хорошо, началось на второй день вот этот ад. Ни таблетки, ничего не помогает. И как бы и уехать вроде как всего 2 дня там неудобно. Я думала, ну вот пройдет, вот пройдет. И у меня вот это продолжалось до конца дня. Это было что-то страшное просто. Говорят, что у некоторых появляется аура, и они могут почувствовать, что вот-вот, значит, вот скоро начнется у тебя вот эта вот мигрень, и ты можешь принять таблетку там и как-то
уединиться, и через несколько часов у тебя проходит. У меня, как правило, такого не бывает. Я утром просыпаюсь уже с ужасной мигренью, просто с жесткой такой кошмарной головной болью, и я просто не могу встать. Значит, 38 лет я вспоминала, я делала иглоукалывание в голову, именно потому, что у меня вот это вот была мигрень. И это мне помогло где-то на 1,5 года, у меня мигрени стали реже и не такие сильные. А потом началось все по полной. Сейчас, вот на данный момент, уже полгода у меня ни разу не было мигрени. Буквально 2 раза болела голова, но я пила, помню, обычные таблетки от головы, которые вообще я никогда не пью, потому что они мне не помогают. Ибупрофен или долармин экстра, что-то такое в этом роде, и у меня голова проходила. Это не было мигренью, это была обычная головная боль, причем не особо сильная такая. Мигрени у меня нет, и что я хочу сказать, что прошла она для меня внезапно. Я не рассчитывала на это. Расскажу, значит, почему, историю. Где-то в мае-июне прошлого года, вот этого 2020-го, я начала практиковать жесткое сухое голодание. 36-часовой, не неделю там, не сколько-то, всего 1,5 дня. Мне, значит, почему я начала это делать? Потому что я почувствовала, что мне надо оздоровить тело, избавиться от болезней, о которых я, возможно, не знаю, избавиться там от паразитов, о которых я, возможно, не знаю, сбросить лишний вес, это как бы идет параллельно. И самое главное, поменять некоторые вкусовые привычки, потому что как раз в мае я бросила употреблять сахар, и потом я, значит, немножко передумала это дело, потому что, так как булочки я все равно время от времени ела, я решила попробовать сначала вот это голодание, потому что мне отзывы показались более чем достаточными для того, чтобы начать это делать. И поэтому я захотела перенастроить свой организм уже, так сказать, в таком возрасте за 50, чтобы в конце концов прийти к тому, чтобы полностью жить, освободиться от таблеток и жить без медикаментов. Я вам хочу сказать, что в первый день голодания я делала все правильно. Видео у меня на канале, если кому-то будет интересно, видео есть на канале, посмотрите, там все подробно. Значит, я сейчас расскажу о другом именно. В первый день голодания, несмотря на то, что было сделано все правильно, я проснулась вот именно в день голодания с жутчайшей мигренью. Накануне уже с 6 часов я не пила воду. Мигрень была просто кошмарная, я чуть было не отказалась от этого всего, но так как муж голодает вместе со мной, он меня поддержал в этом, мы пошли на свежий воздух, и в конечном итоге я этот день как-то прожила. Я решила не сворачивать, так сказать, с намеченного пути. На следующей неделе мне было уже легче, и мигрени не было. И уже дальше это пошло абсолютно все легче, и вошло в рутину, как-то втянулось. И я заметила, настолько это было, ну, как бы уже в привычку вошло, вот это еженедельное голодание, что только в декабре я заметила, что у меня нет мигрени, ни разу не было. Мне даже вот сейчас говорю, мне даже не верится и страшно об этом говорить. Причем у меня в коробочке, вот там в ванне, лежит резервная вот эта сильная таблетка, одна последняя, которую я все собиралась выписать, и все не выписывала. Думаю, ну ладно, когда последнюю использую, тогда выпишу. Хотя я всегда оставляла штуки 3, потому что одной мне было мало, потому что у меня несколько дней, и надо ее пить там 2 раза в день. То есть мне это было мало. Но я рискнула и оставила эту одну таблетку, думаю, ладно, я ее, когда использую, пойду выпишу еще, чтобы они у меня были, потому что я без них боюсь вообще куда-либо выходить и выезжать. Так вот, вот эта таблетка у меня лежит уже там полгода, и к ней никто не прикасается, слава богу. Остальные таблетки от давления, и вот, которые я пью ежедневно, от давления, от предотвращения вот этот, как он называется, амлодипин, многие знают, и метопролол. Я пью каждый день утром.
В дни голодания и в дни выхода я ничего не употребляю, никаких таблеток, ничего. То есть это перерыв. Это уже, я сейчас только поняла, что я уже встала на путь освобождения от медикаментов. Как-то это все настолько незаметно прошло. Так вот, девочки и мальчики. Девочки особенно, потому что у девочек чаще бывают мигрени. Я от души советую вам попрактиковать жесткое сухое голодание. Именно 36 часов, потому что это короткий интервал голодания, и он не вреден. Хотя с врачом все равно обязательно посоветуйтесь, потому что есть противопоказания. Он вам скажет, можно вам или нет. И если можно, и вы, например, работаете, и, например, вам неудобно делать именно жесткое сухое голодание. Что такое жесткое сухое? Это когда ты не ешь, не пьешь, и у тебя нет контакта с водой вообще никакого. То есть, если вы работаете, вам надо там общаться с людьми близко, или там, я не знаю, ну, в общем, сами посмотрите, удобно вам или нет, вы можете делать просто сухое голодание. То есть, не есть, не пить, но вы можете полоскать рот, чистить зубы, ходить в душ и так далее. Так что всем советую попробовать. Когда вы попробуете и какой-то, хотя бы несколько месяцев попробуете, вы увидите, как это действует на ваш организм. На мой организм это подействовало очень хорошим образом. Поэтому я сейчас делала перерыв буквально месяц, потому что не могу себе отказать в оливье, в тортиках и всяких вкуснятинах. Но так как праздники уже подходят к концу, мы сейчас попразднуем еще Старый Новый год, и я начинаю опять входить вот в такое еженедельное 36-часовое голодание. Я надеюсь, что мне удастся полностью, я даже уверена, не надеюсь, что мне удастся полностью избавиться от всех медикаментов и жить свободной жизнью без болей. Я всех вас целую, обнимаю и желаю вам приятного проведения Старого Нового года. С вами была Наташа. До новых встреч. Пока.